Парадоксально, но история величайших бизнес-магнатов начиналась не с побед, а с болезненных провалов. Илона Маска часто вспоминают как символ прогресса, но его путь мог оборваться еще в начале. После 3 неудачных запусков ракеты Falcon ситуация в SpaceX стала критической. Средств почти не осталось, сотрудники работали на износ, а пресса уже готовила некрологи. Маск вложил последние личные средства в 4-ю попытку. Если бы и она провалилась, история закончилась бы на десятилетия раньше. Но ракета взлетела, и это стало поворотной точкой. Стив Джобс тоже не избежал падения. В середине 80-х его уволили из собственной компании Apple. Конфликт с правлением стоил ему репутации, влияния и команды. Он остался в одиночестве, с подорванной уверенностью и начал заново. Основал Next, которая позже спасет Apple. Марк Кьюбан еще до миллиардерского статуса проходил через провалы в бизнесе, продавал программы, которые никто не покупал, и выживал на сэндвичах. Их путь начинался не с триумфа, а с поражения. Именно провалы стали фильтром, отделяющим легенду от неудачника. Что интереснее, за этим поражением всегда следовал неожиданный ход. И один из таких стал для Маска буквально вопросом жизни или смерти компании на грани исчезновения. Иногда успех висит на нити, которую может оборвать один звонок, одна ошибка, одно неверное решение. После 3 неудачных запусков в SpaceX Маск был вынужден принять решение, продолжать или закрываться. Денег не осталось ни на зарплаты, ни на аренду. Он вложил последние сбережения и заключил контракт с НАСА в последний момент. Эта сделка спасла компанию от закрытия. Стив Джобс вернулся в Apple, когда фирма уже балансировала на грани банкротства. Продукты не продавались, акции падали, атмосфера в компании была подавленной. Никто не верил, что бренд можно воскресить. Джобс провел переговоры с Microsoft, убедил их инвестировать и перезапустил линейку продуктов. Его возвращение стало поворотной точкой. Марк Кьюбан в начале пути сталкивался с тем, что его идеи считались ненужными. Broadcast.com задолго до эпохи YouTube выглядела как бессмысленная затея. Но он продолжал, и в момент, когда пузырь доткомов только начал расти, он продал компанию Yahoo и ушел до обвала. Каждому из них пришлось пройти по лезвию. Никто не давал гарантий, все против. Но именно тогда, когда казалось, что все кончено, они делали ход, который разворачивал реальность. И в этих обстоятельствах открывается нечто важное, насколько хрупким бывает великое. Гений или тиран? Чем выше поднимается лидер, тем сложнее становится отличить вдохновляющего визионера от диктатора. За кулисами успеха Джобса, Маска и Кьюбана часто скрывались не лидерские тренинги, а жесткие, даже шокирующие методы. Стив Джобс был перфекционистом до болезненности. Он мог отказать в запуске продукта за неделю до релиза, потому что ему не нравился шрифт. Команды Apple работали сутками, терпели давление, но именно это вылилось в идеальные устройства. Илон Маск известен своей способностью работать по 100 часов в неделю и требовать того же от других. Он часто увольнял людей на месте, если считал, что они тормозят процесс. Команды Tesla и SpaceX жаловались на высокое выгорание, но признавали, что именно это дало уникальный рывок. Кьюбан — человек прямолинейный. Он резок, может раскритиковать партнера в лицо, резко сократить направление, если чувствует, что оно тянет вниз. Но при этом он выстраивал команду, которая шла за ним. Так где грань? Когда лидер становится деспотом, а когда просто человеком, способным доводить до результата? Порой одно не может существовать без другого. И, возможно, именно в этом их противоречивом характере и кроется формула успеха. Но порой и окружающие оказываются не теми, кем кажутся. Враги среди своих. Великие компании рушатся не от внешних ударов, а от внутренних предательств. И все трое, Маск, Джобс и Кьюбан, это испытали. Когда Стив Джобс вернулся в Apple, он столкнулся с сопротивлением внутри компании. Некоторые топ-менеджеры саботировали его идеи, медлили с внедрением новых технологий, критиковали его реформы. Они боялись потерять влияние. Джобс методично чистил команду, формируя заново костяк, который позже создаст iPod и iPhone. У Илона Маска внутри Tesla были случаи, когда инженеры сливали информацию прессе, инвесторы пытались сместить его, а внутренние проекты саботировались втихую. Он однажды уволил топ-менеджера за скрытые переговоры о разделении компании. Марк Кьюбан в Broadcast.com сталкивался с попытками навязать решение советом директоров, который не разделял его стратегию. Он отстоял свое, но был готов продать все, лишь бы не потерять контроль. Иногда враг сидит рядом, улыбается, совещается, но делает ход против. Умение почувствовать этот момент критично. Успех не только о технологиях, это еще и шахматная партия на людском уровне, и когда ты выживаешь среди чужих, самое время сыграть ва-банк. Игра ва-банк. Они рисковали всем не метафорой, а буквально.
У Илона Маска был момент, когда он вложил последние деньги сразу в 3 компании: Tesla, SpaceX и SolarCity. Без поддержки он остался бы банкротом. Многие считали это безумием, но Маск знал, если сыграет, выиграет сразу на 3 фронтах. Стив Джобс, вернувшись в Apple, пошел на сделку с Microsoft, главным конкурентом. Он получил инвестиции в $150 миллионов и гарантию выпуска Office для Mac. Это казалось предательством, но спасло компанию. Кьюбан продал Broadcast.com за $1 миллиард корпорации Yahoo в разгар пузыря доткомов. Он видел, что рынок перегрет, и решил выйти. Позже Yahoo обесценилась, но он сохранил капитал. Это не была удача, это была интуиция плюс холодный расчет. Все трое делали ходы, от которых обычные предприниматели отказались бы из-за страха. Но именно в этих моментах создается легенда. Не из осторожности, а из дерзости. И когда кажется, что дальше обрыв, они не тормозили, они нажимали газ. И именно это отличало их от всех остальных. Но чтобы двигаться дальше, нужно знать, откуда ты пришел. Пинок из ниоткуда. Величайшие магнаты не рождались с миллионом в кармане. Их стартовые позиции были далеки от комфорта. Илон Маск вырос в Южной Африке, где с раннего детства интересовался физикой, электроникой и компьютерами. Он читал по 2 книги в день, программировал ночью и мечтал о звездах. В 19 лет он перебрался в Канаду, а потом в США. Первые годы учебы и работы были настоящей борьбой. Маск ночевал в офисах, чистил котлы, работал охранником, чтобы прокормить себя. Стив Джобс родился в семье приемных родителей, бросил колледж, ночевал на полу у друзей, собирал бутылки, чтобы купить еду. Все свободное время он проводил в лабораториях и гараже, где вместе с Возняком создавал первые компьютеры. Марк Кьюбан родился в Питтсбурге. Его отец был рабочим, а Марк — подростком, который продавал мусорные пакеты и марки лишь бы заработать. Он читал все, что касалось технологий и бизнеса, пробовал себя в программировании, торговле и даже в организации вечеринок. Эти ранние этапы жизни были их пинком из ниоткуда. Без денег, без связей, без поддержки они начали путь, ведомые только идеей и упорством. Неудивительно, что, став миллиардерами, они продолжают работать с тем же рвением. Все потому, что знают, все может исчезнуть, если остановишься. Но даже такой старт не гарантировал успеха. Он лишь подготавливал их к настоящему бою. Прорыв, который все изменил. Прорыв — это точка, после которой все становится иначе. Для Илона Маска такой момент наступил в сентябре 2008-го. Успешный запуск 4-й ракеты Falcon стал событием, спасшим SpaceX. На тот момент компания была в долгах, а Маск на грани банкротства. Но запуск удался, и вскоре НАСА подписала контракт на почти $2 миллиарда. Это был переворот. Стив Джобс вернулся в Apple в конце 90-х. Тогда компания была на грани краха. Его первым громким шагом стал выпуск яркого и инновационного iMac. Но настоящий переворот случился с появлением iPod, а позже iPhone. Эти устройства не просто приносили прибыль, они изменили повседневную жизнь людей по всему миру. Марк Кьюбан превратил маленькую интернет-компанию в мультимиллионный актив. Broadcast.com вышла на биржу и вскоре была продана Yahoo за почти $6 миллиардов. Эта сделка сделала Кьюбана миллиардером. Все трое шли к прорыву через отчаяние, провалы и страх. Но именно момент перехода, когда весь предыдущий опыт складывается в мощный рывок, там и стал точкой невозврата. А главное, этот момент не всегда выглядит блестяще. Часто он начинается с тишины и заканчивается громом. Невидимые союзники. За каждым успешным магнатом стоят те, кого не видно. У Илона Маска не было бы SpaceX без Гвина Шотвелл, президента компании, организовавшей ключевые контракты и структурировавшей хаос в систему. Без инженеров, таких как Том Мюллер, не было бы и самих ракет. Стив Джобс нашел в Джонатане Айве того, кто воплотил в жизнь его стремление к минимализму. Именно Айв создал облик iMac, iPod и iPhone, устройств, которые стали символами эпохи. Без этой коллаборации дизайн Apple мог остаться лишь идеей на бумаге. Марк Кьюбан полагался на партнеров и команду, особенно на Тодда Вагнера, соучредителя Broadcast.com, который занимался развитием и продажей бизнеса. В то время как Кьюбан строил стратегию, Вагнер занимался операционной стороной. Эти люди редко появляются на обложках журналов, но без них не существовало бы и легенд, которыми стали их боссы. Команда — это не просто инструмент, а главный актив. Иногда именно союзники становятся двигателями, незаметно для публики, толкающими идею вперед. И великое лидерство — это не только командовать, но и уметь выбирать правильных людей. Потому что дальше начинаются другие битвы, и одному в них не выстоять. Деньги или идея? Успех часто начинается с вопроса, на что делать ставку? На идею или на капитал? Маск многократно выбирал идею.
В кризисных моментах он продавал свои доли в Tesla, занимал деньги под будущие акции, вкладывал собственные средства до последнего цента. Он не искал легких инвесторов. Он доказывал, что проект сам себя окупит. Стив Джобс, когда вернулся в Apple, убедил Microsoft инвестировать $150 миллионов, чтобы Apple могла дышать. Он сделал этот шаг, зная, что поклонники его осудят. Но он понимал, идея должна выжить, даже если для этого нужно заручиться поддержкой конкурента. Кьюбан построил бизнес почти без внешних инвестиций. Он сокращал расходы, экономил на себе, нанимал только нужных людей. Broadcast.com выросла быстро, и когда рынок был готов, то он продал компанию, не потеряв контроля. Эти истории показывают, что деньги не всегда главное. Гораздо важнее идея, за которую ты готов бороться. Но когда идея и капитал работают вместе, рождаются империи. И каждый из них научился использовать финансы как инструмент, но не как цель. А цель у них всегда была только одна — изменить правила игры. Цена лидерства. Быть на вершине дорого. И не только в деньгах. Маск однажды признался, он не помнит, когда в последний раз отдыхал. Рабочие недели по 100 часов, жизнь между заводами и офисами, бессонные ночи. Это сказывалось на семье, здоровье и восприятии мира. Он не мог просто выключиться. Стив Джобс ушел из жизни в 2011-м. Его борьба с болезнью шла параллельно с битвой за Apple. Он не останавливался, даже когда врачи просили замедлиться. Коллеги вспоминали, как он работал до последнего дня, не позволяя себе слабости. Кьюбан, хоть и уделял больше времени личной жизни, все равно часто ставил бизнес на первое место. Он признавал, что предпринимательство съедает тебя, если ты не контролируешь границы. Цена лидерства — это личное время. Упущенные моменты, внутренние сомнения. Это то, что остается за кадром, но всегда сопровождает тех, кто берет на себя ответственность. И вопрос не в том, стоит ли оно того, а в том, готов ли ты платить. Потому что следующая стадия не всегда успех. Иногда слава приносит свою тень. Обратная сторона славы. Снаружи миллиарды аплодисменты и фанаты, но внутри давление, скандалы, страх потерять контроль. У Илона Маска вся его публичность обернулась потоком критики. Его обвиняли в манипулировании рынком, токсичном менеджменте, бесчеловечном графике. Журналисты разоблачали условия труда на заводах Tesla, сотрудники SpaceX жаловались на выгорание. А сам Маск не скрывал. Он не всегда корректен, не всегда дипломатичен. Стив Джобс ушел из жизни как легенда, но при жизни был фигурой противоречивой. Его методы управления жесткие, эмоциональные, иногда унизительные. Коллеги рассказывали, как он мог обесценить человека в одной фразе. Он выдвигал гениальные идеи, но нес за собой репутацию человека, с которым трудно работать. Марк Кьюбан тоже не избежал темных пятен. Он был вовлечен в дело о торговле инсайдерской информацией. Его позже оправдали, но осадок остался. СМИ не раз обвиняли его в резких высказываниях, конфликтности, публичных скандалах. Эта сторона славы неизбежна. Чем выше поднимаешься, тем больше людей следят за каждым твоим шагом. И самые громкие падения случаются именно с теми, кто был на вершине. Выдержать удар — это тоже часть лидерства, даже если он приходит не снаружи, а из твоего прошлого. Заговор или совпадение? Когда человек становится слишком успешным, начинают шептать. Илона Маска связывали с военными проектами, тайными контрактами с государством, подозревали в глобальной слежке через спутники Starlink. Он, в свою очередь, редко опровергал слухи напрямую, и это только подогревало интерес. Некоторые верят, что за его успехом стоят не только идеи, но и политические альянсы. О Стиве Джобсе говорили, что он знал о своей болезни раньше, чем сообщил, и что замалчивал это, чтобы сохранить курс акций. Ходили и другие слухи, будто Apple умышленно тормозила старые устройства. Эта теория получила частичное подтверждение. Компания действительно внедряла алгоритмы, замедляющие работу батареи, пусть и под благовидным предлогом. Марк Кьюбан часто появлялся в СМИ как свой человек в политике. Его участие в медиа, быстрый рост капитала и доступ к крупным сделкам стали поводом для версий о покровителях на самом верху. Он сам смеялся над этим, но от прямых опровержений воздерживался. Все эти истории на грани мифа и реальности. Часть из них уже опровергнута, часть остается без доказательств. Но одно ясно, влияние этих людей настолько велико, что общество отказывается верить, будто они достигли всего только упорством. И все же самый неудобный вопрос не о заговорах, а о том, что работает на самом деле. Секрет, который работает.
Можно ли собрать рецепт успеха из их историй? Удивительно, но да. Хотя он не выглядит как формула, у Маска, Джобса и Кьюбана есть общие черты. Все трое начинали с нуля, сталкивались с провалами, теряли репутацию, деньги и даже друзей. Но они не останавливались. Первое — это способность действовать даже когда страшно. Маск инвестировал все, что имел, когда остальные отступали. Джобс возвращался в Apple, хотя был оттуда изгнан. Кьюбан продавал компанию на пике, рискуя всем. Второе — постоянное обучение. Они читали, наблюдали, меняли мнение. Джобс — фанат эстетики, учился у дизайнеров. Маск — самоучка, изучавший аэродинамику. Кьюбан — читатель десятков книг в год, всегда в поиске нового. Третье — создание среды. Они формировали команды, вдохновляли людей, наделяли смыслом даже рутину. И четвертое — готовность платить цену. Не деньгами, а временем, нервами, упущенными моментами. Их секрет в том, что они выбрали путь, по которому мало кто идет до конца. Не копировать, а мыслить. Не ждать, а действовать. И не бояться падать. Именно это и работает.